это за программа? Я бы хотела понять, когда появляется 21 аркан мир и особенно на предназначение на всю жизнь. Что высшие силы хотят этим сказать? Давай посмотрим. Ансус уже говорит о том, что это работа с информацией, передача информации другим людям. Это наставничество. Во-первых, Ера – это урожай. Человек взращивает кого-то, души взращивает. Человек, который, во-первых, по Ера очень талантливый, у него есть потенциал, он должен это передавать. Во-первых, он сам прошел этот путь. Он говорит только о том, что он сам прошел. Он вошел в гармонию, синхронизировал и мужской, и женский аспект. Он себя всячески проработал, и он имеет полное право что-то говорить об этом людям. Во-первых, 21 аркан мир, последний аркан Таро, и он как бы завершает. Это Ера тоже, многогранный опыт. Такие люди по 21-му, они не чураются никакого опыта, потому что им нужен многогранный опыт. Ради синтеза, ради познания этого мира только в работе себя видят, понимаешь? У них все превращается в работу. Они всегда работают, только по-разному. Во сне они работают. Активная фаза работы и пассивная фаза, но у них нету выключен. Даже когда тебе кажется, что его выключили, он все равно работает. Лагус, ты посмотри, какие проводники. А ведь ты помнишь, 21 аркан – это женская энергия. Можно сказать, что вот эта богиня, вот это вот ее веночек, который вокруг. Да. По Наутис самоотречение, они очень самоотвержены. Нету личного, мне что-то надо. Получили и передали. Они готовы на любые жертвы, ограничения. Они настолько в гармонии, что они готовы тебе отдать, просто кусок сердца. Первичная энергия – это получить знания. Вторичная – это поделиться. По Наутис мы отдаем. Причем мы себе ничего не оставляем. Мы знаем, что нам сейчас вернется, нам сейчас придет еще. Чем больше мы отдаем, тем больше получаем. То есть это очень интересные люди в потоке живущие. Они в настоящем изобилии, потому что они ничего не оставляют для себя. Они просто на потоке. Да, прочувствовал энергию. И вот такому человеку веришь, потому что он всей своей жизнью доказывает то, о чем он говорит. Наутис, раскройте мне здесь глубже. 7-й аркан колесничий. Лидер, понимаешь, Наутис – это ответственность за то, что за ним идут люди. Они же ему верят. Он не имеет права на ошибку, на слабость. Он себя во всем ограничивает. Это подвижники, это очень большая миссия. Королева Пентаклей. Практики. И потом тут такой материнский аспект. То есть они реально людей воспитывают. Обрати внимание, мужской аспект и женский очень красиво, гармонично работают. 5 Пентаклей, бессеребренники. И всегда у них все есть. Они в доверии, понимаешь, они по Лагус в полном доверии. Они знают, что они выполняют очень важную работу, все, что им нужно, у них всегда будет. Слишком высокий у них статус, чтобы они случайно под машину попали, ковид их заразил вдруг. Такими людьми не разбрасываются, понимаешь? Поэтому они это прекрасно чувствуют. 7 жезлов. Дисциплина. Здесь очень высокая дисциплина. Да, рыцарь, 3 чаш, 4 пентаклей. Они ювелирно работают со многими разнообразными энергиями. Умеют находить подход к людям, у которых проблемы душевные, умеют их стабилизировать. У них развитый мужской и женский аспект. Они могут кого-то вдохновить, замотивировать, кого-то успокоить, пожалеть. Я буду такой, какой тебе надо, чтобы я был. Но они не в жертве при этом. Эта миссия, это уже из жертвы превращается в миссию. Те, кто прошли программу жертвы по Наутис, это великие души, которые понимают, что такое безусловная любовь. Потому что в жертву впадает только душа, которая не умеет безусловно любить. Когда у тебя идет все только на отдачу, ни о какой жертве речи нет. Это счастье для тебя, что ты можешь это отдать. Ты всегда в изобилии, ты счастлив, что это кому-то нужно. То, что у тебя есть, ты можешь еще и отдать. Очень красивая программа. Дар помогать, я о чем и говорю. Это самое большое счастье – помочь другому человеку. Они вот только для этого живут. Это последний аркан. Это же до этого надо дорасти, к этому надо прийти. Учеба. Дар искренней заботы.
Самая главная трансформация идет программы жертва в лучшем смысле этого слова. Просто они очень ресурсные, эти люди. Но если у них убрать социум, их окружение, они с ума сойдут от переизбытка энергии. А теперь будем смотреть карму. То есть если 21 идет в минус, что это значит? Тоже смотрела же, меня интересовал 21 аркан, я про него читала. Но ничего подобного я не впитала из этих описаний. Минус 21 аркана. Карма 21 аркана. Ну как тебе? Вампиризм. Все наоборот. Если тут получаем и отдаем, то здесь нам нужен ресурс. Мы все время в поисках ресурса. Еще может быть такое состояние: я не хочу общаться, я никуда не хочу ехать, идти. Потребность очень большая, чтобы тебя любили, о тебе заботились. Ищем любовь не внутри себя, ищем ее где-то там. Да. Исса 2 раза. И Беркана. Холодная женщина, ей нужна любовь, она выстраивает отношения таким образом, чтобы не быть одна, чтобы обязательно был партнер. Тунгус, плодородие, она хочет родить ребенка, выйти замуж, это все очень важно, потому что она высохла, как вот река, и она будет брать у ребенка, она будет брать у мужа, она будет брать у всех, они ей нужны. Внутри она просто скала. Она не умеет чувствовать, не умеет любить, но она раскрывается через материнство, она раскрывается через партнерство. Это путь раскрытия 21 аркана. Все-таки выход из положения, это все-таки рожать, конечно, это, конечно, строить отношения, но чтобы как-то разморозиться. Так, что в данном случае Иса символизирует? Королева мечей. Здесь идет я и все. 9-й аркан отшельник, лед, мощный 21 аркан. 20-й аркан суд, карма рода. Я так понимаю, что если женщина в этой ситуации оказалась, то не без кармических программ. И 7-ка пентаклей. Вот она смотрит, где взять ресурс, кто ей даст. Как бы в этой жизни пытаешься устроиться. Те мужчины, которые влюбляются, им, конечно, памятник надо при жизни ставить, потому что они не чувствуют от нее тепла. Женщина, с одной стороны, ты как будто с ней, а с другой стороны, как будто бы она все время тебе отказывает. Все время ее надо добиваться. Ну, в общем, она не дает расслабиться. Кстати, может болеть психосоматикой и приковывать к себе внимание, чтобы о ней заботились. Типаж такой, она матерью, конечно, быть по сути не может. У нее даже ребенок начинает выполнять функцию матери по отношению к ней. Диалог тут очень сложный. Сердце закрыто, колесо фортуны. Она ищет выгоду, только думает о себе. Что я буду делать на старости лет, кто мне стакан воды поднесет. То есть я рожаю ребенка, чтобы он потом заботился обо мне. Ну, в общем, это тяжелое психическое расстройство. Тут могут быть суицидальные мысли. Но человек не знает, зачем он живет. Он просто выживает. У него нет ресурса. Давай еще сценарий. Дар благословения. Поиски какого-то очень доброго человека, который будет о тебе заботиться, и все. Если найдет более лучший вариант, она вот этого человека предаст. Кто больше платит, тут понимаешь? Он, может быть, ее любит, но если он нищеброд, она его поменяет. То есть такая королева еще и может разбить сердце. Ловушка, агрессия. Она может быть очень жесткой, даже жестокой. Тут человек, возможно, сам, да, когда-то пострадал, я не спорю. Но в результате вот 21 аркан ему надо перевести в плюс. То есть стать изобильным, социальным и по колесничему лидером. Это большая работа.